Всем привет! Сегодня готовлю пасту с грибами в сливочном соусе. Сначала разогреваем на сковороде немного оливкового масла. Пока сковорода нагревается, нарезаем грибы. Половину грибов режем толстыми ломтиками, а оставшиеся грибы нарезаем мелким кубиком или просто измельчаем мелко при помощи ножа. Масло в сковороде уже хорошо разогрелось, и отправляем жариться грибы, нарезанные ломтиками. Обжариваем грибы на среднем огне 5-7 минут до золотистого цвета. Пока жарятся грибы, ставим вариться пасту. Варим пасту до состояния аль денте примерно 7-8 минут в подсоленной воде. Возвращаемся к грибам. Грибы, которые мы с вами нарезали кубиками, дополнительно еще хорошо измельчаем, чтобы хорошо раскрылся грибной богатый аромат. Ломтики грибов уже хорошо обжарились, из них выделилась лишняя влага, и теперь мы добавляем грибам сливочное масло и еще обжариваем пару минут до золотистого цвета. Грибы с чесноком – это самое лучшее сочетание, поэтому мелко нарезаем несколько зубчиков чеснока. И дополнительно измельчаем чеснок как можно мельче. Свежий чеснок дает невероятный вкус и аромат. Отправляем нарезанный чеснок в сковородку к грибам и обжариваем буквально 30 секунд до появления раскрытия аромата. Для свежести и аромата мелко нарезаем петрушку. Немного петрушки добавляем к жареным грибам с чесноком. Все перемешиваем. Переложите жареные грибы на тарелку и отставьте в сторону. В той же сковороде растопите еще немного сливочного масла. Грибы, которые мы мелко измельчили, отправляем в сковородку. Добавляем соль и немного свежемолотого черного перца для аромата. Все перемешиваем. Нам нужно, чтобы из грибов выделилась влага, и они раскрыли свой густой грибной аромат. Из грибов уже практически испарилась лишняя влага, и они немного подрумянились. Аромат стоит просто потрясающий. Вливаем сливки, доводим соус до кипения на среднем огне и немного его увариваем, даем ему чуть-чуть загустеть. Вливаем куриный бульон и трем на терке пармезан. Пармезан придаст соусу густоту и приятную ореховую нотку. Все хорошо перемешиваем и даем пармезану раствориться в соусе. И паста уже тоже почти готова. Берем немного воды от варки пасты и добавляем ее в соус. Соус становится гладким и бархатистым.
Еще раз хорошо перемешиваем. Посмотрите, какой густой, насыщенный сливочный грибной соус у нас получился. Этот соус просто идеально сочетается с любой пастой или с картофельным пюре. Паста уже готова, сливаем воду и сразу отправляем пасту в сливочный грибной соус. Сверху возвращаем обжаренные ломтики грибов с чесноком и петрушкой. И все аккуратно перемешиваем. Немного посыпаем свежей петрушкой и еще раз перемешаем. Получается нежная кремовая паста с насыщенным грибным ароматом. Эту пасту можно подать с простым зеленым салатом или с хрустящим чесночным хлебом. Получается очень уютный ужин. Если хотите сделать блюдо легче, сливки можно заменить половиной сливок и половиной молока. Соус все равно получится мягким и кремовым. Если рецепт пришелся вам по вкусу, напишите об этом в комментариях. Попробуйте приготовить, я думаю, вам понравится.